Давайте поаплодируем еще раз тому, что мы сегодня здесь с вами собрались. Уважаемые гости, коллеги-журналисты, партнеры, добро пожаловать на нашу пресс-конференцию, посвященную запуску третьего сезона Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «Шум». Действительно, мы сегодня собрались для того, чтобы представить вам ключевые нововведения проекта, поделиться историями успехов прошлых сезонов и услышать истории победителей. Премия «Шум» — это уникальная площадка для молодых медиаспециалистов, которые создают социально значимый и ценностно ориентированный контент. В этом году нас ждут нововведения, открытия, и поэтому позвольте представить наших спикеров, которые расскажут о самом важном и интересном. Григорий Александрович Гуров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи. Татьяна Леонидовна Мандрыкина, руководитель Центра развития молодежных медиа «Шум». Анастасия Викторовна Звягина, заместитель генерального директора Национального центра «Россия». Эвелина Сайранова, блогер, победитель премии «Шум» в 2025 году. Евгений Шматко, теле- и радиоведущий, ТРК Вооруженных сил России «Звезда», автор проекта «Научпост», победитель премии «Шум» 2025. Конечно же, аплодисменты. И Александр Кравченко, автор проекта о кибербезопасности «Белый хакер», призер премии «Шум» 2025. Ну что ж, дорогие друзья, начнем с самого главного, с обзора ключевых нововведений премии «Шум-2026». И слово предоставляется Григорию Александровичу Гурову, руководителю Федерального агентства по делам молодежи. Да. Добрый день, спасибо большое. В любом случае, главная Татьяна, она расскажет все более подробно. Но я тоже хотел поприветствовать, сказать огромное спасибо, потому что за эти уже несколько сезонов деятельности «Шума» это не просто образовательный центр, это не просто премия, это самое главное для нас, это сообщество, это история успеха, и мы этим гордимся, потому что, знаете, очень приятно, когда ты видишь, что получается, когда есть там сложности, когда даже на старте ты иногда думаешь, что концепция так хороша, что она может быть не реализована, а когда потом оно получается, то здесь такой большой успех команды, поэтому огромное спасибо всем вам и вообще команде «Шума» Калининградской области. Наверное, несколько вещей, которые мы хотели представить вам и рассказать, что есть несколько таких нововведений. Ну, во-первых, вы знаете, что мы стараемся сделать так, чтобы все могли принимать участие. Поэтому у нас все младше и младше становятся участники. С 8 до 13 лет теперь мы опускаем планку, потому что действительно видим, что много активных, таких медиа-активных ребят, которые рассказывают про себя, которые хотят рассказать про свой регион, про то, что они делают, где учатся, про свою семью, родину. Это очень важно. Второй момент – это, вы знаете, когда говорим про команду, то оказывается, что мы никогда не думали об этом, что и город, и даже регион может быть вот такой вот самим номинантом. Ну, поэтому здесь мы хотим попробовать и ввести одну из номинаций, это субъект. Да, то есть самый такой медийный субъект. Ну и, наверное, важно в какой-то степени это продолжение, наверное, и то, что предложили сами участники, это интересная тема, связанная с блок-турами. Блок-туры, а это тоже родилось из, наверное, знаете, из чего? Из-за того, что мы же изначально задумывали как такой образовательный центр «Шум» в Калининградской области, а оказалось, что у нас строительство не поспевало за той активностью команды. И получилось, что нужно проводить мероприятия. Мы не можем, пока не могли их год или 2 года назад проводить на площадке. И надо было проводить, и из этого сам формат родился, когда «Шум» начал делать другие региональные площадки. И раньше, чем появилась база в Калининграде, о «Шуме» узнали уже в других субъектах Российской Федерации. Это тоже такая уникальность, поэтому вот это логично сейчас упаковывается в премию. Ну, наверное, из каких-то основных вещей дальше все уже
Спасибо. Григорий Александрович, спасибо большое. Мы знаем, что у вас огромное количество задач, но мы при этом знаем, что вы всегда с нами рядом. Поэтому мы благодарим за то, что вы сегодня с нами и всегда с нами. Я побежал. Да. Спасибо большое. Да, спасибо вам огромное. Поэтому до новых встреч. Ну что же, премия «Шум» стала настоящим символом поддержки молодых медиаспециалистов. И сегодня, Татьяна Леонидовна, будем с вами разговаривать о новых открытиях, о нововведениях. Расскажите, наверное, небольшие секреты. Я даже вот так вот начну. Хочется какую-то интригу сейчас в воздухе развеять, чтобы действительно мы вдохновились настолько, чтобы после того, как закончилась наша пресс-конференция, вот этот QR-код был отсканирован всеми присутствующими. Поэтому передаю слово вам. Да, доброе утро, добрый день. Сегодня такой волнительный праздник. Стартуем 3-й сезон и понимаем, что 3-й сезон премии, он, конечно, будет отличаться от того, что было раньше, потому что мы работаем с обратной связью от наших участников, финалистов, экспертов, партнеров. И хочется, чтобы премия не была каким-то проходным мероприятием, она была отражение той реальности, в которой мы живем. Реальности по запросу контента, реальности по подбору участников, по формированию тех или иных объединяющих коллабораций. И в этом году, да, о чем сказала Анна, действительно, у нас есть несколько таких сюрпризов, о чем уже начал говорить Григорий Александрович, но важно понимать, что в этом году мы еще относимся с особым трепетом к премии, потому что она проходит в год 80-летия Калининградской области. В этом году нашему региону 80, и вообще я считаю, что каждый человек в этом году должен посетить Калининградскую область, приехать, и, конечно, лучше на программу, посвященную медиа и журналистике, но можно и просто приезжать. И мы хотим, чтобы и о нашей области, и о центре узнавали в разных уголках. И спасибо большое Национальному центру России, что здесь мы можем реализовывать мероприятия и говорить на другую аудиторию, не та, которая есть у нас в Калининградской области, заявляя о том, для чего мы осуществляем эту деятельность. Вообще вся деятельность «Шума» начиналась с форума, и в этом году ему 5 лет. И я знаю, что вот ко мне уже подходили здесь участники, говорили, мы зарегистрировались уже на форум, мы приедем на фестиваль, мы приедем на другие программы. Главное, чтобы еще вы зарегистрировались теперь на премию, вот, которая будет сегодня запущена. И вот премия, она становится таким логичным продолжением всей нашей деятельности, но главная задача — это действительно выявление тех, для кого контент является продолжением его жизни, продолжением его ценности. Мы не за массовое создание контента, который уходит в стол. Мы за создание тех продуктов, которые имеют действительно влияние. И вот вы сегодня услышите наших финалистов, призеров, и их контент действительно хочется смотреть, хочется о нем рассказывать, хочется его цитировать. И вот премия посвящена именно таким участникам, которые относятся к контенту с точки зрения, еще раз повторюсь, продолжения себя. Если говорить о результатах прошлых лет, то уже сумма призовых прошлых 2 лет, она составляет 23 миллиона, и это здорово, что мы смогли поддержать участников на эту сумму. Мы стараемся подходить так верифицированно, смотреть, где кому важнее поддержать. И это мы говорим только о финансовых таких проявлениях. Еще есть и стажировки, еще есть совместные проекты. И заходя вот в поток премии, становясь участником, ты, конечно, получаешь вот эти вот возможности. Отдельно хочется сказать, что премия — это не только участники или организаторы, это прекрасное экспертное сообщество, это лидеры индустрии, которым важно видеть наших участников. Я благодарна тем партнерам, которые после премии трудоустраивают ребят, которые создают совместные проекты. Знаете, это сделать событие, такая моя фраза, которую я часто говорю, делать события в нашей стране может достаточно большое количество людей. Но делать события, после которых что-то меняется и происходит изменения, вот в этом ценность. И нам хочется, чтобы премия остановилась вот именно этой ценностью, что да, мы объединяемся и делаем ее вместе, а дальше запускается совершенно другие процессы. И вот более 130 лидеров отрасли объединены именно в экспертном сообществе, которое дает обратную связь по нашим работам ребят.
А теперь о нововведениях, о секретах. Действительно, о чем сказал Григорий Александрович, в этом году у нас расширена одна из номинаций, и теперь там могут принимать участие ребята от 8 до 13 лет. Они вынесены в такую спецгруппу. Почему это сделано? Потому что сегодня социальные сети как никогда не имеют границ. Ни территориальных, ни возрастных. И культура ведения социальных сетей, культура создания информационных продуктов, она сейчас невозможно сказать: все, тебе 18, давай посмотрим, какие посты ты выкладываешь. А сегодня это наша жизнь, и, возможно, даже у ребят младшего возраста она более нативная, чем у людей постарше. Поэтому для них выделена отдельная номинация. Мы хотим поддерживать регионы, которые внутри создают условия для развития ребят в сфере медиа и журналистики, и выделяем самые медийный регион. И еще, наверное, важное нововведение, особенно в этом году мы знаем, что в сентябре пройдет событие, на котором мы со многими из вас встретимся. Это международный фестиваль молодежи. И вот мы, исходя из пути, который мы делаем, работая с иностранными участниками, делаем все номинации в этом году еще доступны для иностранных участников. Поэтому в этом году будем бороться не просто внутри страны за какие-то награды и формировать сообщество, самое главное, а мы будем знакомиться с участниками с разных уголков мира. Еще несколько вещей хочется сказать. Наверное, это сами номинации, это самое ценное, это можно уже сейчас думать, куда мы хотим подавать заявки. Есть номинации традиционные, как «Страна героев», «Семейные ценности». Появляются и новые номинации, и очень важно будет сейчас каждому разобраться и понять, какая номинация ему ближе. У нас нет задачи, чтобы все подавались во все номинации. Важно, чтобы вы нашли свою номинацию и проявили в ней себя. Отдельно хочется сказать, что вот у нас номинация «Время молодых», она будет посвящена еще таким региональной повестке. Она будет посвящена объединению СМИ, которые рассказывают о своих регионах. Поэтому очень хочется, чтобы заявки посыпались не сегодня, не завтра, а они посыпались тогда, когда каждый разобрался, какая его номинация, какая действительно его номинация. У нас сейчас в премии таких 5 основных этапов. Это заявочный этап, который продлится до 17 августа. Это вот такая основная новость. Нас всегда спрашивают, когда заявочный этап. Начинается сегодня, и до 17 августа, пожалуйста, подавайте свои заявки. Есть достаточно много времени, чтобы это сделать. Далее заочный этап и народное голосование. Для нас очень приятно, что когда-то мы в премии приняли сложное решение по народному голосованию, но оно остается. И здесь такое объединение людей, знакомых, друзей, учебных заведений, городов, регионов происходит вокруг голосования за своих ребят. Отдельно хочется сказать про очный этап, который пройдет осенью, и, конечно, сам финал. Финал для нас — это объединение друзей, объединение партнеров. И здесь я хочу сказать огромные слова благодарности Национальному центру «Россия», потому что, наверное, тот настроение, тот формат, который был задан в первый год, он вот так вот сохраняется, и благодаря этому премия случилась такой национальной. Проводили мы в каком-нибудь другом месте, у нее был бы, конечно, другой колорит, она была бы другая, но сейчас она такая важная, всероссийская, народная. Поэтому пока что это все, что я хотела бы сказать, и я хочу просто еще, чтобы вы подарили, я знаю, что кто смотрит трансляцию, возможно, вы это не почувствуете, а может и почувствуете, но я хочу, чтобы подарили аплодисменты всей команде центра, команды премии, которая сейчас создает премию и очень волнуется. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле, вот исходя из тех тезисов, которые мы сейчас услышали, вот я могу сказать, что в этом году премия расширяется во всех масштабах, возрастных, какие-то безграничные возможности с точки зрения локаций. И я вот лично могу сказать, что я на самом деле сегодня здесь не просто так, не только в качестве модератора, но в прошлом году совместно с премией «Шум» Министерство сельского хозяйства Российской Федерации сделало прекрасный блог-тур на предприятие Московской области, на предприятие АПК. И, собственно, мы блогеров возили по предприятиям и рассказывали, каким образом сейчас развивается сельское хозяйство. Я благодарю вас за такой ценнейший опыт, потому что это было действительно настолько
ярко, это было настолько эмоционально, это было настолько по-настоящему, самое главное, потому что в блогерстве, на мой взгляд, самое важное — это искренность, подача, естественность, и это все было так. Поэтому действительно работать с коллегами из «Шума» — это отдельное удовольствие, и честно, мы в этом году, когда планировали деятельность на 2026 год, задумывались о том, вот хоть бы случилось так, чтобы наших совместных интеграций было больше. Это пока получается и случается, поэтому мне сегодня вдвойне радостно присутствовать здесь и знать, что премия «Шум» наступила и сейчас действительно будет набирать обороты. Спасибо большое. Аплодисменты, дорогие друзья. Действительно, очень важный и радостный день, потому что мы можем с вами общаться, мы можем находить точки соприкосновения и создавать действительно важные проекты, которые меняют нашу жизнь и нашу страну. И это очень здорово. Национальный центр «Россия» и премия «Шум» объединены общей миссией — развивать медиасообщество, поддерживать талантливых молодых специалистов и формировать ценностно ориентированный контент. Анастасия Викторовна, поделитесь, пожалуйста, как ценности Национального центра «Россия» и премии «Шум» находят отражение в современных проектах, и самое главное, как ваше сотрудничество помогает молодым авторам создавать действительно социально значимый контент. Спасибо большое за вопрос. Только что услышали и знаем, у нас несколько юбилеев, да, и 80 лет Калининградской области. Этот год объявлен нашим президентом годом единства народов России. Поэтому мне бы хотелось, конечно, чтобы все присутствовали, уделили внимание и этой теме тоже. Калининградская область обширная, интересная, в ней много необъятного. И году единства народов России показать всю многогранность, широту нашей страны, ее разнообразие и в то же время единство. Потому что каждый народ уникален, но если мы копнем глубже, мы поймем, что у народов очень много объединяющего, где-то даже похожего, и в костюмах, и в культуре, и в сознании. Поэтому вот этот вот контент, как мы говорим, да, его очень важно передавать, потому что много неизведанного. Вот кажется, да, что снимать, в принципе, уже все известно, уже не один раз сняли, ничего подобного. Каждый, во-первых, видит своими глазами, а потом наша страна, она же самая большая страна в мире. Мы не понимаем, насколько она необъятная и сколько там всего неизведанного. В моем детстве был такой великий журналист, я считаю, Сенкевич. Он путешествовал по всему миру и по России. И до него путешествовали, и было много интересного. Но он настолько интересно, как говорят, вкусно подавал свой контент, что я посмотрела несколько передач, и я в детстве уже решила, что я буду журналистом. Настолько важно иметь ориентиры в жизни, и также очень важно им следовать. Поэтому вам повезло больше, чем мне. В моем детстве, в моем юношестве не было таких конкурсов. Наш президент Владимир Владимирович Путин дает безграничное количество возможностей детям и молодежи. У нас не было такого. Есть премия «Шум», которая поддерживается государством, Росмолодежь, Движение первых. Создан президентом наш Национальный центр «Россия». В Национальном центре много возможностей, чтобы могли реализоваться дети и молодежь. Вот сегодня будет презентация, и год будет нашему пространству возможностей. У нас работает школа юного журналиста, школа юного экскурсовода. Я вас просто призываю пользоваться всеми этими инструментами, которые вам помогут. И вот, как сказала Татьяна, да, не надо там в стол публиковаться, да, там для себя. На самом деле ничего в этом страшного нет. Мы же прекрасно знаем, что многие великие художники, они писали для себя и потом не останавливались и писали дальше, потому что они были уверены в себе. Они понимали, что это их призвание. Многие писатели изначально писали, и как бы со временем только они были признаны, понимали. Поэтому не останавливайтесь, обязательно пользуйтесь теми возможностями, которые вам предоставляет наш президент и наша страна.
Даже если вначале где-то вы не выиграли приз, ничего страшного, в другом месте пользуйтесь и, соответственно, делайте шаги, не останавливайтесь. Понимаете, вот Григорий Александрович приехал, у него сегодня много мероприятий, он не останавливается. Вот. Он приехал сюда на самокате, уехал на самокате. Вот, поэтому делайте шаги, и все получится. Спасибо. Анастасия Викторовна, спасибо большое. Действительно, невероятно важно, когда есть точка притяжения, место, в которое хочется возвращаться, или сообщество, в котором тебя ждут. И мне кажется, что здесь действительно такая прекрасная коллаборация, основанная на ценностях знаний, на ценности дружбы, на ценности коммуникации, а самое главное — это про людей. И у этого огромное отражение, собственно, все присутствующие точно это чувствуют, потому что, опять же, это отражает вот этот вот нарратив про искренность. И это прям здорово, и огромное спасибо, что есть возможность быть сопричастным. Друзья, у нас праздник, поэтому мы аплодировать в целом можем постоянно. Это очень здорово. Давайте поддерживать вот такой вот действительно праздничный тон. И на этом моменте я предоставляю слово Евелине Сайрановой, победительнице премии «Шум-2025» в номинации «Родной край». Евелина, расскажи, пожалуйста, как премия изменила твою жизнь и как ты используешь выигранные средства. Забегая вперед, сейчас будет действительно очень вдохновляющая история. И я, когда готовилась к нашей встрече, я действительно прочитала, и я поняла, как здорово, когда в нашем мире есть действительно неравнодушные люди. Вот сейчас я задаю вопрос неравнодушному человеку. Я весь выигрыш отправила в Белгородскую область людям, которые нуждаются сейчас, как мне кажется, больше, чем я. И мы закупили электрогенераторы для тех, кто остался без света, кому свет нужен. Так вот я и распорядилась призом. Мне показалось, что так будет правильно. Мне показалось, что это лучше, чем потратить деньги на что-либо другое, потому что это жизнь людей, и это важнее, чем все остальное материальное. Нечего сказать. То есть я правильно понимаю, что премия изменила твою жизнь, а ты изменила жизни еще и других людей вокруг себя? Да, мне кажется, что это очень важно. Ты должен жить не как бы ради самого себя, а когда ты живешь в том числе и жизнью других людей, когда ты неравнодушен к другим людям, твоя жизнь становится более наполненная и имеет больше смыслов. И для меня это как вход в такую вечную жизнь. Ну, даже если меня не станет, то эти люди будут продолжать жить, они будут продолжать радоваться. И мне кажется, это важнее, чем потратить деньги на себя. То есть такая цепочка добра. Ну да, можно так сказать. А вот если говорить про эмоциональный контекст, как действительно премия повлияла на твою жизнь? Вот какие-то, возможно, ты заметила изменения именно в себе или, возможно, в том контенте, который ты создаешь? Да, на самом деле премия очень сильно на меня повлияла, как на человека, потому что я стала серьезнее намного относиться ко всему, что я делаю. Я думаю, это так важно, и это все смотрят люди, и надо доносить до них правильные, хорошие смыслы, что очень важно думать о том, что ты публикуешь в целом в интернете, и как ты влияешь на других людей. И первое время, честно, у меня был такой страх, мандраж. А что же будет дальше? А как вот? Не знаю, мне показалось это такой большой ответственностью, то, что вот я выиграла эту премию, что я теперь финалист, и я победитель премии «Шум». И надо стараться, не запятнать. Действительно, вот во время твоего ответа у меня, как в облаке тегов, всплывало слово «ответственность». И я как раз-таки хочу тебе задать вопрос про ответственность. Как нести эту ответственность? Вот сначала ты ее почувствовал, а потом ты понимаешь, что ее нужно нести. Как ты с этим справляешься? Может быть, какой-то секрет сейчас для нас откроешь? Я справляюсь с ужасом, но справляюсь.
Просто я знаю, что если пустить все на самотек, будет все еще хуже. Поэтому лучше не закрывать глаза и не идти на ощупь, а осознанно делать выбор. Так будет правильнее, и не будешь потом жалеть. Спасибо большое. А вот с точки зрения ценностных основ твоего контента, появился ли какой-то новый вектор или, возможно, что-то укрепилось? Вот если мы сейчас по инструментарию пойдем, по внутренности твоего блога, возможно, ты стала делать какие-то более глубинные подсветы определенных тем, или, может быть, от чего-то отказалась. То есть с точки зрения содержания, как премия повлияла на тебя и на твой блог. Да, мне кажется, что у меня сами видео уже больше похожи даже на фильмы, потому что там есть драматургическая составляющая, и я задумываюсь о том, какой подтекст может быть, что можно интерпретировать разным образом, и как это может именно не просто человек увидел и понял, не впрямую, а то, что именно в душе откладывается у человека. Мне кажется, это очень важно, и это эффективнее, чем напрямую говорить. Эвелина, спасибо тебе большое. Действительно, невероятно важно понимать потребности аудитории, с которой ты взаимодействуешь, и каким образом твой контент отражается на их повседневности. Потому что действительно весь тот контент, который мы употребляем, в нас откладывается, и потом происходит определенная проекция. Поэтому все люди, которые занимаются медиа, это действительно люди, которые несут огромную ответственность, потому что мы создаем образы, на которые потом равняются. И как важно действительно создавать образы, которые отражают ценности, о которых мы сегодня с вами говорили. Это дружба, любовь, добро, взаимопомощь, знания. Я думаю, что у тебя это получается делать прекрасно. Спасибо большое. Ну что же, я перехожу к Евгению Шматко, телерадиоведущий ТРК Вооруженных сил России «Звезда», автор проекта «Научпост» и победитель премии «Шум-2025» в номинации «Взгляд в будущее». Евгений, расскажи, пожалуйста, как премия помогла в развитии твоего проекта, а самое главное, как премия помогла в развитии тебя? Всем доброе утро, во-первых. Я смотрю, что все немножечко спят еще. Я понимаю, что мы медийщики, кто обычно снимает в полях 24/7. Для нас это не самое удачное время, но спасибо, что пришли, как говорится, да? Спасибо большое за вопрос. Что хочется сказать? Наверное, я начну с того, что премия «Шум» для меня не первая премия, поскольку я 14 лет на телевидении. Но самая, наверное, волнительная и самое важное пока на сегодняшний день. Потому что одно дело, когда ты представляешь, да, на какую-то премию перед каким-то высоким экспертным советом авторский проект, который ты делаешь в Останкино, над которым есть очень-очень много надстроек, да, когда есть руководство, есть шеф-редакторы, редакторы, люди, принимающие решения и все такое. И там вот такая коллективная ответственность. Здесь на «Шум» есть возможность представить только свое. Вот то, что ты знаешь от каждой запятой в сценарии, да, до каждого потом, не знаю, там, микроплана, который ты убираешь перед тем, как опубликовать итоговую работу. Поэтому, безусловно, премия — это такой выход из зоны комфорта, в хорошем смысле выход из зоны комфорта, который в плане моего, наверное, проекта, да, если мы говорим про «Научпост» конкретно, дал понимание, что это действительно может быть востребовано не только у зрителя, но и в индустрии. Потому что очень много мы слышим, да, скептической истории про то, когда люди, работающие на телевидении и на радио, делают что-то свое в социальных сетях. Как будто бы индустрия иногда говорит, что ну, это же самодеятельность все, это же вот, ну, это вы там что-то для себя делаете. Даже несмотря на большое количество просмотров, да, там какую-то хорошую обратную связь и так далее. Когда у тебя есть возможность представить проект экспертам, которые дают тебе обратную связь. Честно сказать, я, когда подавался на премию «Шум», это вторая моя попытка как раз. Я первый раз подавался на первый сезон. Там проект был еще совсем в зачаточном состоянии, но уже был, как говорится. А вот второй год получилось так, что в проекте уже было что-то 70 плюс эпизодов.
И, ну, как будто бы уже чуть-чуть мы начали расправлять крылья. А после премии «Шум» как будто бы мы прям прыгнули с этой скалы и полетели дальше. Потому что удалось по-другому посмотреть на контент. Удалось не просто, да, получить обратную связь. Понятное дело, когда мы много говорим про сообщество, у нас, у популяризаторов науки, мы все друг друга знаем. Мы смеялись на защитах, что мы все друг к другу ездили в гости, до этого в разных городах бывали. Ну, как бы на манеже все те же. Так уж получается, что популяризовать науку сегодня решаются немногие. Хотя, поверьте мне, там огромное непаханное поле, и там можно делать и делать. Но так уж получается. Поэтому мы в номинации конкурентами друг другу не были 100%. Мы были сразу такие, одна большая медиа, какая-то общность. Вот. И более того, мы все друг за друга болели. Ну, то есть у нас не было понимания, что вот я хочу, да, оказаться на первом месте или там на втором месте, на третьем месте. У нас было понимание, что мы хотим обменяться идеями, опытом и так далее. И вот как раз про обмен идеями и опытом, чем для меня, например, закончился этап очной защиты, о котором мы сегодня говорим, да, тоже, что он есть, и он такой определяющий, пожалуй, в меньшей степени определяет народное голосование. Если кто-то его боится, вообще не бойтесь, шагайте туда смело, как говорится. Все на вас, все на вашей харизме, на вашем опыте и на том, что вы сами написали свою заявку, потратили на это сколько там, ну, неделю, наверное, вот если по себе судить. Вот. И на этапе очной защиты, после того, как прошла вот эта волнительная вся история, когда мы выдохнули, началось то самое взаимодействие. И так случилось, что партнеры премии с спутникового оператора «Триколор» инициировали встречу со мной, инициировали, собственно, разговор и какие-то дальнейшие взаимодействия еще до объявления победителей. То есть я понимал, что для меня уже все хорошо, уже можно вообще не надеяться ни на какие победы и так далее. В принципе, пришел не зря, как говорится, защитился не зря. И вот это позволило мне посмотреть на контент в том числе под другим углом. То есть если я понимал, что я хочу делать контент диджитальный, только в социальных сетях, только на площадках, да, там онлайн и так далее, то спутниковый телеканал, флагманский большой эфир от оператора «Триколор» сказали, а почему вам не показать его нашей 9-миллионной аудитории? Я подумал, надо ли это мне? Понимаете, да? То есть я такой еще, ну, я буду выбирать, как будто бы. Вот эти 9 миллионов, ну, ладно. Да, в принципе, у меня своя аудитория есть, у меня обратная связь от них хорошая. Зачем мне еще какие-то зрители? Да, глупые, казалось бы. Вот. Но, слава богу, все срослось и все сложилось, и действительно мы вышли еще и вот на этот новый уровень. И если говорить о том, что каким проект «Научпост» был на момент подачи, да, на премию «Шум», это был видеоподкаст на площадке ВК-видео. Могу, надеюсь, я это говорить, ну так, на всякий случай. Вот. То на сегодняшний день это уже... Ну и плюс мы говорили о мультиплатформенности, аудиоверсия, текст и вот это вот все, что мы придумали, трехкомпонентный двигатель, продвигающий, все, значит, для аудитории. На сегодняшний день это уже мультиплатформенность 360. То есть мы премьеримся на Кинопоиске, потому что я настолько уверовал в свои силы, что пошел на площадку онлайн-кинотеатра и подумал, а почему бы и не переехать, как говорится, да, собственно. Мы премьеримся, получается, на Кинопоиске. В субботу у нас выходит программа в эфире телеканала «Большой эфир». В воскресенье мы заливаем ее на ВК-видео. В понедельник выходит аудиоверсии на всех стримингах, в том числе и платных. То есть есть люди, которые подписываются и платят деньги платформе за то, чтобы посмотреть наш контент. И это дико приятно мне как автору, да, что люди доверяют тебе. То есть они напрямую не взаимодействуют с тобой финансово, они как бы вот там платят за контент другим людям, но им интересен твой контент, который ты делаешь вот так в широком доступе. И это, конечно, нереально здорово. Ну и потом уже все тексты, лонгриды и все-все-все. Поэтому премия «Шум», ну, у меня как-то так, наверное, совпало, что она стала очень хорошим катализатором, таким волшебным пинком в каком-то смысле. Но, опять же, не волшебной кнопкой. То есть, если кто-то будет думать, что я подаюсь на премию, и значит, как «Фабрика звезд», что я выйду за пределы сцены, и все у меня сразу случится, поверьте мне, не случится, если вы как бы ничего не продолжите делать в этом направлении. То есть, есть классная возможность взять тот опыт, который вам дают, познакомиться с новыми людьми или, да, там, напомнить о себе тем людям, которые о вас и так знали, соответственно, и уже вот применить это на 100%. Уже начиная с момента очной защиты, чего уж там. Евгений, спасибо большое. Опять же, возвращаюсь к моему облаку тегов, но я вот человек, который все визуализирует, и во время твоего ответа у меня прям огромными буквами возможности. И вот действительно, когда рядом есть сильные союзники, когда рядом есть вдохновляющие коллеги,
то ты автоматически становишься сильнее. Автоматически твои проекты набирают масштаб. Автоматически твои проекты набирают обороты. И это очень здорово. Поэтому вот такое переопыление, оно необходимо для творческих людей, которые преследуют большую важную цель. И вообще очень здорово, что у тебя случился такой путь, потому что, во-первых, это принесло результаты, но самое главное, я думаю, что это огромный личностный рост, потому что мне кажется, что ты сам не ожидал, что ты вообще способен... Я бы сказал, что я не думал, что я буду продюсировать, давай так, потому что я работаю в эфире давно, и вот эта вся история административно-продюсерская, с кем-то встретиться, договориться, подписывать авторские права, и вот это вот все, мне это казалось каким-то несусветным вообще чем-то. Но после премии я понял, что когда я написал заявку, неделю я сижу, да, и формулирую социальную значимость проекта, которую мне понятна социальная значимость проекта, но нужно сделать так, чтобы ее поняли люди, которые мой проект никогда в жизни не видели. И вот после этого я понял, что мне не страшно вообще не подписывать никакие бумаги уже больше, в принципе, любые авторские права. Ну и про масштаб ты хорошо сказала, потому что у меня родилась идея детского проекта, да, как ответвление от взрослого популяризаторства науки довольно давно. Но ресурсов на реализацию этой идеи не было. И я понимал, что если мы пойдем к потенциальным партнерам, нам просто им нечего показать. Ну, то есть мы же не будем, да, на руках объяснять, как это все будет выглядеть, даже ссылаясь на взрослую версию. И, о счастье, но выигрыш в премии «Шум» позволил нам снять пилот, который мы показали спонсорам, и из этого родился целый первый сезон проекта «Научпост. Не детские открытия», который в День защиты детей 1 июня появляется на Кинопоиске, поэтому все смотрите, ставьте нам 10 звездочек и будем дружить с семьями. Евгений, спасибо большое. Действительно, премия «Шум» — это про возможности и расширение масштабов и границ. Ну что же, будем двигаться дальше. Александр Кравченко, программист, специалист по информационной безопасности, автор проекта «Белый хакер». Александр, расскажите о своем опыте участия в премии и, самое главное, как премия повлияла на профессиональное развитие. Потому что, когда мы занимаемся определенной тематикой, мы ставим перед собой новые вызовы, и только эти вызовы рождают прогресс. Раз, работает. Ну, «Шум» мне очень сильно помог. На самом деле, я благодаря ему смог сильно расширить проект. И я даже сделал новую рубрику «Спроси белого хакера», где зрители задают мне разные вопросы, и я на них отвечаю в видеоформате. И не только как бы тому, кто задал вопрос, но и всем моим зрителям. Вроде бы людям довольно нравится. Еще у меня появились грандиозные планы на развитие проекта, и поэтому я подался на грант от Росмолодежи. И, конечно, победа в «Шум» там сильно поможет. Они увидят, что меня уже эксперты оценили, и мой проект чего-то стоит. Надеюсь, мой грант одобрят, пока что еще не сообщили. Там? Пока не связались, так сказать. Ага. Ну там, насколько я знаю, уже решили, просто еще не объявили. Вот, я в гранте вписал «Шум» как свой вклад. И в целом, благодаря «Шуму» и вот этому гранту я смогу целых 9 месяцев каждую неделю выпускать видео. Очень классно будет. Ждите, подписывайтесь на «Белого хакера». Все вот сейчас откройте и подпишитесь. И в целом, также благодаря «Шуму» я сумел познакомиться с разными людьми. Вот как раз Евгения пригласил на подкаст. Будем обсуждать разные темы. Вообще, я очень много людей благодаря «Шуму» пригласил. Это, опять же, не только сам выигрыш дает что-то. Ну, не только деньги дают преимущество, еще сама победа дает мне возможность приглашать разных людей, потому что они видят, что да, действительно, мой проект хороший. И вот это, мне кажется, это самый основной плюс победы в «Шум», и поэтому я всем рекомендую в нем участвовать. Вообще, я очень рад, что есть такой проект, где дети могут участвовать наравне со взрослыми. Продолжаем рубрику «Облако тегов». Люди. Вот на самом деле мы уже сегодня затрагивали этот момент, но как важно действительно вдохновляться историями и усиливать свой проект за счет новых знакомств. И как раз-таки «Шум» позволяет совершать
человеческие открытия. И вот я уже понимаю, тут коллаборация случилась с Евгением. Еще не случилось. И еще не объявили, что называется, еще как не Александр объявили. сказал. Уже приняли решение, но еще не объявили, судя по всему. Но уже огромное количество планов. Это очень здорово. А если вот прям буквально в короткой выжимке рассказать про проект, что бы ты сказал про свой проект так, чтобы все действительно вдохновились? Белый хакер — это про что? Это про помощь людям в цифровой среде, чтобы они могли защитить себя от мошенников. Это сейчас, мне кажется, очень актуальная тема, и, надеюсь, моя помощь успешная. Судя по тому, что мне люди по этому поводу пишут, да, довольно хорошо защищаю людей. А вот в какой момент ты действительно понял, что хочешь создать именно такой проект, именно с таким наполнением, с таким посылом, потому что он действительно очень важный? Ну, конкретно белого хакера я решил создать, когда меня самого взломали. Это я могу рассказать историю, рассказать? Я думаю, мы для этого Отлично. собрались. История довольно интересная. Мне тогда было 10 лет, и я уже разбирался в компьютерах, довольно сильно программировал уже много лет. Я уже тогда почти полжизни программировал, когда мне 10 лет было. И я считал, что я прям самый умный в мире, никто меня взломать не может, поэтому, когда мне предложили какие-то люди из интернета подписку платную бесплатно предоставить... То есть связались с тобой, получается? Да, ну, по сути, я с ними связался, ну, там долго, там через других людей они как-то незаметно так подсунули. В общем, я даже могу рассказать, как это произошло. Там у них есть две схемы на самом деле. Одна схема — это они выдают что-то за приглашение в их чат, и, собственно, я к ним попал через человека, который мне прислал приглашение, чтобы самому награду получить. Вот, и уже внутри чата можно найти вот этот исполняемый файл, который дает подписку бесплатно. Антивирус мне не дал его запустить, но меня взломать невозможно, думал я, и отключил антивирус. На всякий случай я загрузил в онлайн антивирус этот файл, он показал, что да, этот файл вирус. Это меня не остановило почему-то, и я его успешно запустил, и у меня утек вроде бы один аккаунт, на нем ничего серьезного не было, просто мама из соседней комнаты начала спрашивать, почему я деньги у нее через Telegram прошу. А так буквально все в порядке было. Да, в целом все хорошо. На самом деле, вот я почему задала этот вопрос. Зачастую наш личный эмоциональный отклик влияет на тот контент, который мы производим. И по факту мы таким образом тоже решаем определенные проблемы и вызовы. Это история про кибербезопасность, это история про науку, это история про настоящую искреннюю жизнь. И блог не может быть настоящим и естественным, если ты в это не веришь. То есть должна быть действительно большая задача, которую хочется решить, и проблема, о которой хочется поделиться, а самое главное — сказать о том, что, ребята, все возможно, просто нужно делать, а я готов вам помочь. То есть это такая история про доброту через интернет в твоем случае. Я в мошенников верю, они существуют, я в этом лично убедился. Но действительно понимание проблемы — это уже прекрасно. И самое главное — всегда знать, каким образом не допустить беды и каким образом не остаться обманутым. Спасибо большое за то, что ты повышаешь уровень кибербезопасности и кибергигиены, наверное, вот даже вот так. Спасибо. Да. Ну что же, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, на этой прекрасной ноте мы переходим к вам. Мы готовы, открыты к вопросам. Перед тем, как микрофон будет появляться в вашей руке, пожалуйста, называйте свое имя. Как мы с вами знаем, звучание вашего имени — это самый красивый звук на свете. Это первый момент. И второе, обязательно говорите, к кому обращен ваш вопрос. Возможно, в моменте мы еще будем здесь дополнять, это только приветствуется. Но давайте точечно, потому что нас много, и вопросов тоже будет много. Давайте вот начнем вот с того уголочка. Микрофон уже летит к вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые спикеры, гости.
и представители СМИ данного мероприятия. Меня зовут Елена Власова, я руководитель медийно-информационного центра 4К города Домодедово. Мой вопрос Татьяне. Татьяна, как именно, на ваш взгляд, изменится премия «Шум» с открытием медиацентров Росмолодежи во всех регионах России? Спасибо. Спасибо большое. Самое главное, это, наверное, что каждый поймет, что есть для него номинация, и не постесняется там поучаствовать. Ни для кого не секрет, что номинаций вообще, и не номинации, а премий в сфере медиа и журналистики их достаточно много. И когда вообще задумывалась премия «Шум», хотелось сделать акцент именно на молодежь, о том, что ты можешь не иметь десятилетнего опыта, не быть профессионалом, но это премия для тебя. Заявляясь, действительно, у нас очень много примеров, люди заявляются, у которых даже там несколько десятков, возможно, подписчиков, но мы видим, что в их контенте есть ценность. И благодаря открытию точек отдельных медиацентров, благодаря тому, что здесь в этом зале сидят как раз представители медиацентра, сидят наши трансляторы смыслов, и вот благодаря тому, что каждый сможет простым языком объяснить про премию, вот на самом деле, даже когда мы с партнерами встречаемся, с экспертами, начинаем рассказывать про премию, мы понимаем, что мы-то в этом живем 3 года, и для нас все понятно. Нам понятно, что происходит, понятно, что делать, понятно, почему надо потратить неделю на заполнение заявки. То есть вы тоже формулируете, да, вот те самые тексты? Да, приходится, да. Но иногда молодой человек, который хочет в этом развиваться, заходит на сайт премии, открывает положение на много страниц, и, возможно, его руки немножко опускаются. И благодаря молодежным медиацентрам, благодаря трансляторам смысла, благодаря нашим друзьям, партнерам, вот премия становится доступной и понятной. Следовательно, это увеличение воронки заявок, но, с другой стороны, я вот благодарна Евелине за прошлый год еще, не за то, что ты создаешь прекрасный контент, это отдельно, за то, что ты прекрасная девушка, а еще за то, что она очень круто нас в день финала вот так вот закрутила. Да, ребят, посмотрите, ключевое — это не выигрыши все, а это сообщество, это знакомство. И сейчас каждый еще финалист об этом сказал, что люди, знакомство — это ключевое. Следовательно, расширяем воронку благодаря объяснению, что такое премия, и формируем, делаем фокус не на призах, а делаем фокус на совместных проектах и на огромном этом мире медиа и журналистики. Надеюсь, что ответила. Спасибо большое. Вот давайте вот сюда, руку вижу, потом обязательно к вам вернемся. Да, вот я прошу вот сюда, уважаемые коллеги. Здравствуйте, меня зовут Анна. Мы с супругом представители семейного сообщества «Родные и любимые движения первых». И родители финалиста 2024. Кстати, Александру от Андрея «Русские потешки». Привет белому хакеру, мы вместе. Да. И у нас предложение для Татьяны Леонидовны. Хотелось бы, чтобы семьи тоже могли принять участие в премии, потому что сейчас много, на самом деле, семей, которые занимаются и блогерством, и особенно региональными какими-то программами, и путешествуют. И было бы здорово, если появилась семейная номинация. Спасибо. Спасибо большое. Я так люблю семьи. Да, аплодисменты всем, кто вообще занимается проектами со своей семьей, со своими детьми. У нас есть отдельная номинация «Семейные ценности». Она именно сделана для того, чтобы сделать акценты на совершенно разном, но настолько нужном контенте. Нам бы очень хотелось, чтобы внимательно мы посмотрели эту номинацию. Если по ней будет какая-то обратная связь, то давайте дорабатывать. У нас из особенностей премии, что действительно на премию подается один человек и несет ответственность по заявке, по тем словам, которые будут. Но этот один человек может быть яркий представитель семьи, а уже все, что касается самих церемоний, участия, работы на очных этапах, там, конечно, мы будем рассматривать. Поэтому мы вас очень ждем в этой номинации, потому что если говорить вот
по обратной связи прошлых лет, это была не самая популярная номинация, скажу честно. И нам бы хотелось, чтобы благодаря вам, благодаря сообществу «Родные и любимые» и другим тем сообществам, в которые вы входите, возможно, мы тоже донесли и объяснили, что есть эта номинация, а наша общая будет задача потом этот контент, который вы создаете, еще и продвигать. Потому что продвижение этого контента — это большая наша задача самих как родителей, как детей, как людей, просто которые понимают, что без сильной семьи тяжело будет, в принципе, быть счастливым. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, волонтер уже бежит к вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я являюсь руководителем проектов пресс-службы волонтеров-медиков. И поэтому социально значимый контент для меня не пустой звук. У меня вопрос к Татьяне. А как вы считаете, почему именно медиапроекты молодых людей важны стране и регионам? Мы когда просыпаемся все, мы что делаем? Улыбаемся. Мы улыбаемся, хорошо. У тебя такой хороший пример. Улыбаемся, умываемся. Но в какой-то момент, в первый час, как мы проснулись, мы уже в телефоне. Мы проверяем новости, мы смотрим актуальную информацию. И сегодня телефон — это не какая-то отдельная наша жизнь. И поэтому тот контент, который мы смотрим, это и есть мы. Если мы наполнены добром, мы транслируем добром. Если мы наполнены знанием, мы готовы выдавать эти знания. Если мы наполнены, к сожалению, глупостью, то мы эту глупость будем отдавать дальше. И поэтому иногда, понятно, создание простого трендового иногда контента, ты хочешь куда-то залететь в топ, и ты хочешь, чтобы тебя быстро посмотрели, репостнули, это легко. Но не всегда этот контент нас наполняет тем, что мы готовы отдавать дальше. И именно поэтому вот эта суть ценностного контента, хочется, чтобы наши участники премии это чувствовали, и они создавали такой контент, который заряжал дальше. Это вот как цепочка добра, цепочка смыслов и того наполнения, которое мы есть. Уже невозможно себе представить просто без просмотров контента, без просмотра изначально в телефоне, в телевизоре. Сколько бы людей не говорили, что не смотрят телевизор, все равно смотрят. Вот. И поэтому это все вот так вот очень взаимосвязано. Спасибо. Спасибо большое. Так, давайте вот сюда, вот в уголочек. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Сергей Сычев. Я представляю медиа и блогеров российских студенческих отрядов. И, Татьяна, у меня тоже вопрос к вам. Какие проекты вы ожидаете в этом сезоне? У которых есть не одноразовая такая история, а есть какая-то система, есть вовлечение, есть работа со зрителями. Создавать хорошую, классную картинку может огромное количество людей. И еще спасибо всему искусственному интеллекту, всем программам. Там довести до совершенства и ахнуть от картинки. Сейчас можно создать такой продукт, в принципе, даже не выходя из своей комнаты. И вот не только картинка, а еще картинка, смысл, и при этом, что там есть зрители, там есть вовлечение аудитории. Хочется именно такого контента. И не нужно, конечно, искренность, о чем сегодня уже говорила и Анна, и, в принципе, сегодня здесь звучало. И не нужно говорить о том, что от тебя ждут. Говори, что ты ждешь сам, и формируй свой стиль. Вот очень много похожего тяжело оценивать. Классно оценивать, когда есть уникальность. Вот, студенческие отряды, они уникальны. Ждем ваш уникальный контент. Дотянуться до того, что не увидят все остальные, у остальных нет возможности увидеть то, что видите вы. И так в любом направлении. Хочется вот этой вот уникальности и искренности. Спасибо. Так сказать, труд крут. Ура. Ну что же, на этом моменте я хочу задать вопрос Анастасии Викторовне. Анастасия Викторовна, как вы считаете, какие ключевые компетенции должны развивать в себе молодые специалисты в современном мире? Да, мне кажется, мир всегда, в принципе, один и тот же. Вот, и просто нужно развивать те компетенции, я говорю всегда. Вот то, что нравится, вот на примере наших коллег, которые здесь сидят, то, что нравится, и то, что получается. Другого рецепта никогда не было и не будет. Вот понять, что тебе нравится, пробовать и совмещать все-таки с тем, что получается. Вот это, мне кажется, главное.
Мне кажется, это, в принципе, самое сложное и самое важное в жизни. Понять, что тебе нравится, что у тебя получается делать лучше всего, и действительно начать это делать. А теперь будет такой, наверное, очень сложный и слегка экзистенциальный вопрос. А как понять, что тебе нравится? Ну, услышать себя. Тут, наверное, важна история и семьи, близких, и коллег. Вот, не знаю, вот, наверное, на собственном примере я с детства занималась спортом, но потом вот увидела Сенкевича, да, программу, и захотела быть журналистом. Еще мне очень хотелось быть актрисой. Тоже я думала, вот журналист и актриса. Но когда я после тренировки пошла в один из кружков, я почему-то застеснялась и подумала, нет, ну как, я вот сейчас буду читать стихи и все. И я не пошла даже на экзамен. И у меня после этого сразу отпало желание быть актрисой. То есть вот то, что ты видишь на экране, это все так красиво, и когда все, моментально я поняла, нет, это не мое. Потом у меня было две истории. Я хотела быть или археологом, я очень интересовалась историей, думала, есть в экспедиции, или журналистом. Все, то есть в старших классах я понимала, спорт я заканчиваю профессиональный. Вот, и вот тут вот две у меня развилки. Ну, вот так и получилось, что я так и двигалась в направлении журналистики, но на журналистику я не поступила, не поступала, и пошла учиться на филолога, что близко. И в итоге закончила филологический, и дальше уже пошла работать так, как я хотела, на журналистику. Разные ответвления были, но все равно двигалась в эту сторону. Просто слушайте себя, пытайтесь, пробуйте, а там уже жизнь сама подскажет. Будьте уверены в себе. Обязательно, вот как наш коллега здесь очень уверенный. Молодец. Спасибо большое. На самом деле мы возвращаемся к тезису, с которого начинали, что в основе всего ценности. Здесь было несколько важных подсветов семьи, образа важного и думающего взрослого рядом, который помогает и направляет. И вот как раз-таки в современном мире в какой-то степени роль думающего взрослого в себе несет интернет и социальные сети. И важно, чтобы в социальных сетях нам встречались именно думающие взрослые, которые действительно помогут ответить молодому человеку на вопрос, а кто я в этом турбулентном и сложном мире, и самое главное, как мне понять, что мне интересно. Потому что, возможно, после просмотров ролика Евгения у нас в стране появится больше ученых, и это прекрасно. И это на самом деле так и работает. Импритинг очень интересная и важная штука. Ты как будто бы знала, Ань, что у нас слоган для тех, кто не боится думать. Потому что в современном мире очень многие боятся думать дальше, чем, условно, есть какие-то флажки, рамки и так далее. А нужно все-таки, копать глубже. То, чем грешим мы, журналисты, когда мы идем по верхам. А надо бы погружаться в контексты, смотреть смыслы, разматывать это все. Поэтому, мне кажется, вот думающая аудитория — это то, чего сегодня очень не хватает. Как раз возвращаясь к коротким роликам, когда мы все гонимся за хайпом, не думая о последствиях. А вот на самом деле важный момент, как будто бы вот то, чем занимаетесь вы, создает культуру потребления правильного контента. То есть необходимо научить правильно вообще обращаться с контентом, который мы каждый день встречаем в социальных сетях при открытии наших мобильных телефонов. То есть этому тоже нужно воспитывать. И это важная миссия, которую вы действительно несете. Потому что зачастую мы настолько теряемся в этом потоке, и сложно найти то, что будет действительно вдохновлять. А тот контент, о котором говорите вы, и тот контент, который вы создаете, действительно позволяет молодым людям понимать, а что мне интересно, что мне близко и что мне откликается. И это очень здорово. Ну и надо, наверное, отдать должное организаторам премии «Шум», всей команде и экспертному сообществу, кто отбирает контент. Потому что я представляю, какое количество заявок поступает. И, наверное, среди них есть те заявки, которые, как раз там еще пока не очень похожи на качественный медиапродукт. И очень круто, и нам очень ценно, людям, кто поучаствовал в премии «Шум», даже дойдя до финала, не дойдя до призовых каких-то мест, что участие в премии «Шум» — это знак качества. То есть ты уже можешь понимать, что твой контент
контент прошел некую верификацию. Да. Верификацию экспертов. И молодежи, и людям со стороны, которые просто включают твой контент, уже должно быть спокойно, что действительно в нем есть тот смысл, который ты несешь. Что это не просто пустая трата времени, потому что у нас очень сегодня много временных ловушек, которые отвлекают внимание. Я думаю, всем попадались в соцсетях вот эти ролики бесконечные, где люди играют в какие-то игры, бросают какие-то бутылки, я не знаю, там едят на скорость какие-то острые печеньки. Терпеть этого не могу, все время фильтрую ленту, но они все время попадаются. Так вот хочется, чтобы парадигма сдвинулась, и все, Если попадается, значит смотрите. Нет, я говорю, хочется, чтобы нейросети сдвинулись, и все эти рекомендательные алгоритмы сдвинулись так, чтобы попадался контент осмысленный все-таки, а не тот, который набирает большое количество лайков просто потому, что он есть. Спасибо большое. Мы возвращаемся в зал. Здравствуйте. Да, волонтер уже бежит к вам. Микрофон. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Киселева Светлана. Я представляю Московский автомобильно-дорожный технический университет. Мы знаем все о движении, о транспорте, на котором укатил Григорий Александрович. И у нас в МАДИ находится сердце семейного сообщества «Родные любимые». У нас очень активные родители, как вы видите. В этом году наши активные родители отправляются в БЧП в Калининград. И там наши семьи, узнав, что я увижу вас, Татьяна Леонидовна, попросили передать вам большой-большой привет, благодарность за ваш труд. Ну, а свой вопрос я адресую вам, Евгений. Дело в том, что у нас проходит достаточно много мероприятий для школьников, в котором они делают первый шаг в науку. Это такие живые, реальные московские истории. А вот, на ваш взгляд, каких региональных историй не хватает сейчас в медиапространстве? Связанных с наукой? Да. Слушайте, мне кажется, что те, кто в науку погружен, им всего хватает, потому что действительно рычагов много, и вариантов заявить о себе сегодня очень много. И в регионах в том числе, и не обязательно ехать в столицу для того, чтобы участвовать в каких-то научных фестивалях, «Наука 0+», очень много тиражируемости по стране. Поэтому, мне кажется, не хватает, наверное, вовлеченности в научпоп, потому что есть, опять же, некое такое стереотипное понимание со стороны академической науки, что те, кто науку популяризирует, все упрощают, скатываются в какую-то такую пошлость, в том смысле, что просто не вникают, опять же, в какие-то глобальные, глубинные исследования. Вот мне кажется, что не хватает немножко этой поддержки как раз той молодежи, которая тянется к науке, пусть даже не понимая чего-то в методологии самой. Но если туда развернется наше академическое сообщество, университеты в том числе, очень многие вузы сегодня как раз проводят и видеофестивали разного рода, связанные с научным кино и так далее. И это очень здорово. Если этого будет становиться больше, то честь и хвала будет площадкам, которые принимают у себя потенциальные кадры, которые в университеты же потом и пойдут учиться, и дай бог в науке и останутся. Спасибо большое. Спасибо большое. Татьяна Леонидовна, будет вопрос от меня. Поделилась своей, наверное, такой личной эмоциональной обратной связью по поводу нашего взаимодействия, но хочется поговорить о партнерах. С какими же партнерами мы будем взаимодействовать в рамках премии в этом году? Тоже давайте посекретничаем на эту тему. Хочется, нам приятно, что лидеры индустрии, медиахолдинги, те, кто не только для молодежи создает медиапространство, у которого многолетняя история связана с журналистикой, они уже видят в нас равноправных партнеров, а не просто как молодежный проект. Отдельно хочется сказать, что в этом году мы выстроим прям отдельную историю с Дзеном. Я думаю, многие или хотят публиковаться, или публикуются там, или читают, когда именно хочется смыслового контента уйти в свой профиль. И очень приятно, например, сильная коллаборация, которой раньше не было, будет здесь. И я, кстати, не знаю, можно говорить или нет. Наверное, можно. В этом году будет даже спецприз от Дзена тем авторам, которые уйдут именно в создание, о чем говорил сейчас Евгений, и вообще сегодня о чем звучит, такого контента, который цепляет и тебя наполняет. Далее все, что касается партнеров, это у нас есть несколько таких еще раз развилок. Понятно, мы будем классически, важно нам работать с технологической компанией ВКонтакте.
Потому что так случилось, что если раньше мы сотрудничали, я думаю, многие через это проходили, сотрудничество как поддержка публикаций, да, то теперь мы формируем совместные программы, теперь мы формируем совместное сообщество экспертов. Мы очень много говорим про сообщество выпускников, но при этом есть сообщество экспертов. У людей тоже есть свои запросы, у людей есть свои ожидания от премии, от других наших проектов. И с вами будем работать? Естественно. Да. И мне кажется, это отдельно мы еще будем про всех наших партнеров рассказывать, потому что каждый партнер, он заходит со своей каким-то опциями и запросов. Вообще, все, что касается молодежных проектов, я рада, что сегодня мы уходим от вот этого огромных пресс-волов, где есть просто размещение и взаимный какой-то постинг. Мы уходим на содержательные, узкопрофильные вот это вот сотрудничество. Да, если мы говорим про... нас куда-то приглашают партнерам, мы в этом году очень часто даже отказываемся. Или мы даже с премией не заходим к тем людям просто с массовыми рассылками, потому что мы понимаем, что ценность каждого партнера, его ответственность, которую он берет на себя перед нашими выпускниками, нашими финалистами, она потом сказывается на нас. Потому что после премии большинство партнеров, которые заходят работать с нами, они формируют отдельные предложения. Стажировки, встречи, о чем там тот же Триколор, с которым мы работали, у них вот такой формат. У АИФа был совершенно другой формат. У Академии Rush Today третий формат. И вот мы за то, чтобы уникальность партнеров сохранялась и на премии. Поэтому подписывайтесь на наши социальные сети, и там о каждом партнере и возможностях мы, конечно же, будем рассказывать. Спасибо большое. Финальный вопрос. Угу. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Семен Никитин. Я участник проекта «Школа юного журналиста» в Национальном центре России. Анастасия Викторовна, у меня есть вопрос к вам, как к эксперту премии «Шум». На что вы смотрите в первую очередь, когда выбираете победителя? И есть ли какая-то конкретная характеристика, после которой вы сразу же можете выделить одного человека среди остальных? Спасибо большое, очень интересный вопрос, практичный. Да, спасибо, что пригласили меня в эксперты. В прошлом году было 2 номинации. Я в первую очередь обращаю внимание на погруженность человека и на его заинтересованность. Насколько он действительно глубоко погружен в свою тему, насколько он ее любит, как говорят, болеет ей, и насколько это может быть практично вообще дальше для применения профессиональной деятельности. Я до сих пор, было много-много номинантов, я их всех помню, но наиболее ярко я до сих пор помню девушку Полину, у нее проект и сборник. Хочу сказать ей большое спасибо. Она действительно, говорит, фанат своего дела. Она финалист, мы ее пригласили поучаствовать к нам в школу юного журналиста. Вы ее видели, она приходила неоднократно, она приводила свою команду. То есть видно, что человек это настолько увлечен своим делом, и оно полезное. Она действительно раскрыла много интересного в русском языке, и она раскрыла много форматов, которые могут быть, и они уже интересны детям, молодежи и даже взрослым. Вот, наверное, на это обращаю внимание. Спасибо. Спасибо большое. Последний, итоговый, завершающий, вдохновляющий тезис. От каждого хочется услышать совет, рекомендацию участникам премии «Шум» 2026. Дополнение я почувствовала. Спасибо вам огромное. Здравствуйте, меня зовут Злата Горлышкина. Я координатор медиапроектов российских студенческих отрядов. В 2025 году система Медиа РСО стала лауреатом в номинации «Медиазачет». И мы благодарим Росмолодежь и Центр «Шум» за доверие, в первую очередь, к нам всем. Я до сих пор обращаюсь к материалам «Шум сообщества». Уже сейчас погружаюсь в цифровые недели «Шум производства». С агрегатором НОС имела возможность соприкоснуться на российско-армянском форуме с нейросетями. И отдельная благодарность действительно команде премии, потому что с первого касания, с первого письма я была окружена как участник заботой. Это невероятный труд, который точно крут, кстати говоря.
Хочется предложить Татьяне и коллегам проработать возможность участия молодежных медиа в пресс-турах на объектах летнего трудоустройства российских студенческих отрядов от имени главного трудового движения страны. Ну и, конечно же, к финалистам, к победителям такой вопрос. И как раз я думаю, что он самый главный. Ведь вопрос по заявке. Что является самым важным критерием, на ваш взгляд? Может быть, это большая аудитория или сильная идея? Спасибо заранее. Любим и созидаем в России. Благодарю вас. Спасибо. Я быстро про обратную связь, про совместные пресс-туры. Вот когда случается какая-то уникальная возможность для наших участников, наших финалистов, наших трансляторов, наших медиацентров показать изнутри страну, предприятия, объекты, мы только за, поэтому давайте смотреть, что мы совместно можем сделать. Точечное касание перерастает в системную работу, правда же, да? Однозначно. Да. Поэтому давайте начнем какую-то точку, списываемся и делаем. А так спасибо за добрые слова. Про заявку? Естественно. Это самый наболевший вопрос у всех, конечно. Я бы так сказал, мое субъективное, со мной могут не согласиться коллеги, не знаю. Мне кажется, что в заявке нет неважных и не ключевых пунктов. Потому что сильная идея — это здорово, но если она не подкрепляется вашим пониманием, к чему она приведет и во что она вырастет, путь конечен. То же самое, если она не подкрепляется какой-то обратной связью от той аудитории, которая у вас есть, пусть это 2 человека, но это 2 человека, на которых вы реально повлияли. Тогда у вас есть дальнейшее, мне кажется, да, все пути открыты, то, о чем сказала Татьяна, что даже если у вас аудитория очень маленькая, но проект по всем сторонам, по всем фронтам красив, да, хороший, он попадает и откликается ценностям премии, то его заметят. Поэтому уделите просто больше времени заявке вот каждому из пунктов, потому что иногда очень хочется пропустить. По себе знаю, честно. Ты заполняешь, потом тебе говорят, а давайте еще раз о социальном эффекте, условно говоря. Ты думаешь, я же уже это 25 раз написал в предыдущих где-то там пунктах. Ну, то есть я уже это вроде бы говорил, напишу-ка я одной строкой. И вот это неправильная позиция. Лучше остановитесь, поставьте на паузу, вернитесь к этому через 2 дня и еще раз со свежей головой заполните это все, да, все строчки, так как нужно, потому что, как правило, как я понимаю, очень многие теряют на этом как раз баллы, на таком вот легком отношении к анкете, потому что мы очень часто попадаем в заложники к самим себе, когда живем в своем информационном пузыре. Вот то, о чем я говорил. Мне про свой проект все понятно. То, о чем говорила Татьяна. Про премию организаторам и команде все понятно. Но людям, которые в первый раз об этом слышат, возможно, вообще ничего не понятно. Вот поэтому сделайте так, чтобы ваша заявка, не знаю, рассказывала о вас больше, чем кто бы то ни было другой. Это мой такой совет. Евгений, спасибо большое. Да, и в завершении буквально по одному тезису пожелания участникам премии 2026. Я коротко скажу, заполняйте заявку и доверяйте команде, потому что если вы были в Калининградской области, вы знаете, какие там люди. Так вот эти самые люди организуют премию «Шум». Это читается, как уже было сказано сегодня, да, с первого касания и со всего отношения, которое к тебе, как к участнику на протяжении вот этого большого пути, потому что путь действительно большой. Поэтому абсолютно доверяйте команде, соглашайтесь на все их авантюры и удачи вам. И будете сидеть на этом месте уже в следующем году. Обязательно заполняйте заявку, потому что лучше попробовать, чем потом жалеть об упущенной возможности, тем более «Шум» дает невероятные возможности. Главное, участвуйте, причем участвуйте во многих разных премиях, вы точно ничего не потеряете. Ну и даже просто участвуя в премии, вы формулируете много вещей про свой проект, и я уверен, это вам поможет, даже если вы не победите. Ну, я хочу сказать, что школа юного журналиста Национального центра будет участвовать в премии «Шум», поскольку премия «Шум» дает новые возможности и, как вы говорили, понизила планку. Она еще не упала, эта планка,
но она понижена. Поэтому наши дети с удовольствием примут участие. Вот все, кто участники прошлой премии, говорили про заявку, да, что, наверное, это сложно, и она такая непростая, но это тоже опыт. Это огромный опыт, без которого никуда, соответственно, не деться. Да? Опыт заполнения заявок, различных документов. Это тоже очень важно. Один раз достаточно пройти эту тему, и остальное уже как орешки будете щелкать. Вот, конечно, нужно пользоваться, как я уже говорила, всеми возможностями, которые дает нам, вам, ваше государство. Участвуйте. Первое, вдохновляйтесь другими людьми. Я с таким удовольствием слушала сегодня наших финалистов, победителей. Просто, не знаю, сижу, улыбаюсь, думаю, вот я сейчас в трансляции выгляжу как такая расплылась. Но действительно, мы делаем самое главное все вместе, для людей, друг для друга. И сейчас с этого момента я еще раз большое вам спасибо всем, кто присутствует точно, спасибо, кто смотрит трансляцию, потому что с этого момента у нас начинается большой-большой этап до финала огромной дружбы и партнерских интеграций. Вот каждый день теперь будем планерки с национальным центром проводить. Еще раз вам большое спасибо, что у нас есть такая возможность на главной площадке страны проводить премию. Спасибо вам за это большое. Спасибо за то, что наши участники и наше партнерство становится такое профильное. Еще раз спасибо Минсельхозу. Ань, спасибо отдельно тебе за то, что ты как профессионал включаешься с душой, а не как-то формально. И вот пусть чем живет наша команда, вот эти вот ценности партнерства, дружбы, объединения, она и заряжает, наверное, каждого. А еще знаете, что есть возможность практически круглосуточно писать и задавать вопросы, и уточнять, и влиять на премию. Каждый год премия меняется, она живая. И такая, какая она будет в этом году, она явно не будет в следующем, она не была в прошлом. Будем сохранять лучшее, но и дальше дорабатывать, чтобы она была актуальна и как в экспертном плане, так и в таком проектном, ценностном. Вот, еще раз спасибо большое. Совет, да, заполняйте заявку, да, задавайте вопросы, да, оставайтесь собой и не подстраивайтесь под какой-то контент, который, возможно, сейчас современный, но он не является отражением вашей искренней журналистской, медийной экспертности. Спасибо большое. А можно я добавлю чуть-чуть, да? Вот мы говорили про контент, там не подстраиваться. Ну, иногда можно и подстроиться. В принципе, ничего страшного, тренды, это хорошо, нормально. А я задам вопрос вот залу, если мы все вот говорим общее, контент. А зачем вообще будущее? Не за кем? А если мы говорим про контент и вообще про развитие страны, мира, вот это развитие будущего, оно зачем? За какой отраслью, за каким направлением? В общем, вот у кого-то есть мысли? Вот мы тут про контент все. Нет, пока кто-то решается. Говорим, много вопросов было различных, да? А вот если мы говорим про премию, про шум, за будущее-то зачем? За каким направлением? Что развивает будущее? Правильно, люди, молодежь, за вами будущее. А за каким направлением? Что дает толчок в развитии? Что двигает цивилизацией? Безусловно, да, это двигает, да. А если мы говорим про прикладную историю, что двигает вперед? Чем мы пользуемся? Какими плодами? Кинетическая энергия. Так, ближе к делу, понятно. Вперед двигает, конечно же, наука. Наука, ее развитие, мы и пользуемся сейчас, то, что мы сидим, у нас прямая трансляция, мы можем говорить, микрофоны и так далее. И наука двигает. Поэтому я бы вам пожелала тоже развиваться в этой отрасли, получать все-таки образование. Это в первую очередь важно. С образованием, с очень хорошим образованием всегда можно прийти в журналистику и в другие отрасли. Да? Это в первую очередь. А во вторую, конечно же, снимать контент вот про этот двигатель прогресса, про науку. Если не самим развиваться и показывать, то, конечно, искать и ваших одноклассников, и друзей, и ученых, и простыми словами рассказывать про то, что позволяет нам развиваться и идти вперед. Анастасия Викторовна, спасибо большое.
Ну что же, дорогие друзья, уважаемые спикеры, действительно невероятная благодарность за такой живой, интересный диалог. На самом деле он не мог быть другим, потому что когда говоришь о живом, о настоящем проекте, то все происходит вот так, как сейчас. По-настоящему, искренне. Сегодня мы говорили с вами о том, что премия «Шум» — это про возможности, это про ответственность, это про сообщество, но самое главное — это про людей. И это очень здорово. Здорово, когда есть возможность раскрываться, вдохновляться и вдохновлять. Самое главное, как сказала Татьяна Леонидовна, не бояться. Вот действительно сделать шаг в открытый космос вначале сложно, а потом невероятно интересно. Вот пусть премия «Шум» в 2026 году для каждого из вас станет увлекательным путешествием, невероятным открытием и вдохновением на огромное количество лет вперед. И самое главное, пусть премия поможет каждому из вас раскрыть самые лучшие и невероятные стороны. Спасибо всем большое и до новых встреч. И точно знаю, что они будут совсем скоро.